Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, сегодня я поделюсь новостями на тему лотереи Green Card, которые накопились за прошедшую неделю. Сразу скажу, что каких-то глобальных изменений за это время не произошло и все двигается очень медленно. Но давайте не будем забывать, что почти весь прошлый год события не развивались вообще, и все новости сводились к ожиданиям отмены прокламаций и очередным решениям по судебным заседаниям. Так что то, что мы имеем на данный момент, уже отлично. Давайте будем оптимистами. Посольства США уже более чем в 70 странах официально начали рассылать приглашения на интервью. И к этому списку с последнего выпуска новостей добавилась Армения, с чем я искренне поздравляю всех, кто должен будет проходить собеседование в Ереване. Несмотря на то, что пока было выслано всего 11 приглашений, это отличное начало. Сейчас скорость работы над кейсами будет напрямую зависеть от количества сотрудников и их желания работать после такого длительного периода бездействия по данному направлению. Во многих африканских странах, например, Марокко, Камеруне, Того и Алжире, новое собеседование назначают буквально каждую неделю. А вот в европейском и азиатском регионе качественно отличились лишь Казахстан и Грузия, где количество назначенных интервью гораздо больше, чем в других странах, где посольства США уже приступили к работе. Кстати, как вы знаете, на днях мы переехали в Грузию, но сразу скажу, это никак не касается переноса нашего интервью из Киева в Тбилиси. Для этого нужны веские основания, и даже в таком случае с нынешней ситуацией можно оказаться далеко в конце списка и все равно не успеть попасть на собеседование. Мы приехали в Грузию только для того, чтобы любоваться морем, пальмами и горами, пока ждем приглашения на интервью. Как только его получим, сразу вернемся домой. В Киеве на данный момент назначено чуть более 30 собеседований, несмотря на то, что на официальном сайте висело объявление, что с 1 апреля посольство начнет активно обрабатывать заявки на иммиграционные визы. Возможно, задержка связана с очередным локдауном, а возможно, такая медленная работа в этом году будет считаться приемлемой скоростью. Я считаю, что нашим странам неплохо бы взять пример у коллег из африканских стран и начать работать быстрее. Я понимаю, что всем очень интересно, когда вышлют приглашение именно вам, но повторюсь, сейчас никакие прогнозы на месяц или два вперед составлять смысла нет. Хочется верить, что за этот месяц как минимум уже работающие посольства раскачаются и начнут работать быстрее, а как максимум неработающие посольства, например в Ташкенте и Москве, наконец-то начнут рассылать приглашения. Самый лучший вариант набраться терпения и ждать. Ситуация меняется в лучшую сторону каждый день, а не так, как это было с октября по февраль. Что касается начала работы посольства США в Москве, тут вообще все очень сложно, ведь проблема не только в коронавирусе, но и в дипломатических отношениях, которые сложились на данный момент. Адекватно взглянув на эту ситуацию, мне кажется, что прогнозы тут довольно пессимистические, и лучшим вариантом будет перенос интервью в другие страны, если есть такая возможность, или адвокаты добьются такого решения через суд. Кстати, уже совсем скоро состоится очередное слушание по судебному делу для DV-2020, где будет подниматься вопрос о резерве 9000 виз. А это значит, что у тех, кто все еще ждет свою визу по DV-2020, будет шанс ее получить, если судья примет положительное решение. Точной даты, когда состоится слушание, пока нет, но думаю, к концу апреля эта эпопея закончится и можно будет выдохнуть независимо от результата. Представляю, как трудно ждать, и наверняка уже устроят любое решение, после получения которого можно будет вернуться к нормальной жизни, а не жить в постоянном ожидании. Ну и в заключение добавлю, что в ближайших несколько недель выйдет визовый бюллетень на июнь, который, возможно, сделает карен для всех кейсов DV-2021, и если посольства начнут работать быстро, в теории визу смогут получить даже большекейсники. Но пока это лишь мечты и гадания на кофейной гуще для поднятия настроения. На сегодня все, друзья. Если у вас есть важная и актуальная информация, которую мы не озвучили, пожалуйста, пишите ее в комментарии или нам в директ. Я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.